Как выглядит правильный ужин? В комментариях к ролику про завтрак вы просили рассказать про ужин. Этот вопрос волнует многих и не зря. С одной стороны, ужин – это не главный прием пищи, но с другой стороны, когда мы пропускаем своевременный ужин, мы рискуем нарваться на ночной жор с вытекающими всеми последствиями, так как голод настигает нас в самое неподходящее время, перед сном. Из этого ролика вы поймете, когда лучше ужинать, что есть на ужин, а от чего лучше совсем отказаться на ужин, и что будет, если ужинать поздно, и что будет, если совсем отказаться от ужина. А также в конце этого ролика я расскажу, как выглядит мой ужин, когда лучше ужинать. Ужин должен быть с 5 до 7 вечера. С точки зрения правильного питания в тибетской медицине очень важен режим питания. Поэтому вопрос номер один – это когда мы ужинаем. Мой дедушка всегда говорил, что ты можешь есть самые хорошие, полезные продукты, но не в то время, например, после 7 вечера, 8, 9. Тогда не только не получишь пользы, но и это будет вредно. А если ты будешь соблюдать режим питания и иногда даже есть не самую полезную еду, но в то время, когда нужно, то возможные последствия будут намного меньше. Поэтому зафиксируйте, что ужин должен быть с 5 до 7 вечера. Лучшее время для ужина 18:00. Это время повышения кортизола. Как раз у нас разгорается аппетит, мы готовы к приему еды. Если мы ужинаем в это время, то успокаиваем кортизол, заряжаемся энергией, которая необходима нам до конца дня. И, конечно, уменьшаем вероятность ночного жора. Что будет, если ужинать поздно? Например, после 8 вечера. Вечером у нас наиболее плохая чувствительность к инсулину. Поэтому, если мы едим вечером любую еду, тем более углеводы, бывают стрессы, хочется отвлечься, прийти домой, взять пироженку или кондитерские изделия, посидеть с чаем. Это все хорошо, конечно, но не бесплатно для нашего организма. Потому что повышается уровень глюкозы в крови. Повышение уровня глюкозы в крови приводит к выработке инсулина. И чем больше глюкозы, чем больше требуется организму вырабатывать инсулин. И снижается чувствительность к нему. И высокие уровни глюкозы в организме находятся дольше, чем нужно. И эта глюкоза начинает повреждать внутренние стенки сосудов. А выделяющийся инсулин переводит эту глюкозу сразу в жир. Кроме того, он, имея в виду инсулин, способствует к усилению синтеза холестерина в печени ночью. Все эти процессы имеют накопительный эффект. Если мы раз за разом будем нарушать режим питания и есть на ночь, то с этими результатами столкнемся. Еда на ночь – это большой шаг к атеросклерозу, метаболическому синдрому, к сахарному диабету второго типа. Поэтому ужин должен быть до 7 вечера и желательно без углеводов. А что будет, если совсем отказаться от ужина? Если вы не страдаете дистрофией и у вас нет иммунодепрессии, то вы можете отказаться от ужина. И если у вас есть ожирение, гиперхолестеринемия, короче говоря, метаболический синдром, то это будет вам даже полезно. Но я здесь хочу вам пояснить, что если у вас обед в 5 вечера, и вы как бы отказываетесь от ужина, то вы не отказываетесь от ужина, вы просто обед с ужином совмещаете в 5 часов вечера. Но если у вас завтрак в 8 утра, обед час дня, а вы отказываетесь от ужина, то в таком случае можно говорить о том, что вы отказываетесь от ужина. И это принесет большую пользу. Ваши все показатели крови, если они разбалансированы, то могут прийти в норму. Но я так считаю, что правильное питание состоит из трехразового питания. Завтрак, обед, ужин. Только в свое время. Завтрак в 8 утра, обед час, ужин в 6 вечера. Если так будем питаться, то у нас будет все показатели в норме, и будет хорошее здоровье, много энергии. И самое главное, у нас не будет поводов срываться на ночной жор. В связи с этим 13 ноября я запускаю свой трехнедельный курс «Интервальное питание», где мы будем рассматривать режим питания, дневную калорийность, состав пищи для перепрограммирования своего организма
Тем, кто имеет лишний вес, они могут стать стройными, энергичными, не истощая свою нервную систему. А те, кто имеет нормальный вес, те могут заложить себе привычки правильного питания. Все 3 недели вы будете иметь прямую связь со мной через Telegram сообщения и можете задавать свои личные вопросы. Приглашаю вас на курс, ссылка в описании. Что можно и нужно есть на ужин, и какие продукты, и какие пропорции. Самое главное, на ужин нельзя есть никакие углеводы. Почему? Как я уже говорил, что вечером у нас наиболее плохая чувствительность к инсулину. Поэтому, если мы будем вечером есть углеводы, то, чтобы опустить уровень глюкозы, организму придется выработать больше инсулина. Если этот процесс будет происходить изо дня в день, то постепенно мы столкнемся с инсулинорезистентностью и с сахарным диабетом 2 типа. Я еще раз повторяюсь, надо понимать, если мы не поменяем свои привычки, то к этому результату обязательно придем. Вопрос лишь во времени. Как должен выглядеть ужин? Тушеные, вареные, на пару, на гриле приготовленные овощи, термически обработанные овощи. Или можно большую тарелку салата 200-300 грамм. Все это заправляется растительным маслом, оливковое масло холодного отжима, или льняное масло, или кунжутное масло. И еще можно добавить чайную ложку масла черного тмина. И ко всему этому нужно добавить либо белое мясо, куриная грудка, индейка, или нежирные сорта рыбы. Это окунь, треска, минтай, судак, сибас и так далее. Или другой вариант. Можно творожную запеканку или сырники со сметаной. Все это запить чаем. Это тоже может быть хорошим ужином. А тем, кто не представляет свою жизнь без супов, те могут сварить супы. Супы на основе вот тоже нежирных сортов рыбы, белого мяса, плюс всевозможные разные овощи, только без круп. Никаких круп нельзя. Или крем-супы овощные. Можно туда добавить и растительное масло, но масло животного происхождения, тоже топленое масло, нельзя. Это тоже будет хорошим ужином. Если у вас будет такой ужин, то, скорее всего, у вас будет со здоровьем все хорошо. Даже если у вас будут какие-то нарушения в показателях липидограммы, показателях сахара, глюкозы, то постепенно они могут прийти в норму. Но если у вас нет нарушений, то тогда вы сохраните свое здоровье, и вы постепенно привьете себе правильную привычку. Такой ужин является полноценным, так как овощи восполняют суточную потребность нашего организма в клетчатке. Клетчатка – это нерастворимые растительные волокна, которые создают объем пищи в кишечнике и тем самым улучшает перистальтику, а также является кормом для наших полезных бактерий в кишечнике. Но и растительные масла, которыми вы заправляете овощи, являются источниками моно- и полиненасыщенных жирных кислот, которые являются очень важны и полезны для нашего организма. А белое мясо и нежирные сорта рыбы являются источниками белков, не содержащие большого количества животных жиров, что является источниками энергии. Но и отсутствуют углеводы, это очень важно. Это завершающий ролик в цикле завтрак, обед, ужин. Остальные ролики вы можете посмотреть здесь. Если вы хотите узнать, как правильно завтракать, обедать, ужинать, посмотрите все ролики, и вам станет все понятно. Будьте здоровы!